10 фактов о Кока-Коле. Современный мир просто невозможно представить без Кока-Колы. Эта шипучка имеет очень интересную, удивительную и достаточно длинную историю. И история это не только про ингредиенты. Сегодня мы расскажем о том, какой путь прошла The Coca-Cola Company, прежде чем стать крупнейшим мировым производителем безалкогольных напитков и одним из самых узнаваемых брендов. Как всегда будет интересно, и после просмотра вы узнаете все 10 невероятно интересных фактов об этом. Вы на канале «Замечательная жизнь». Мы начинаем. Первое. Джон Стит Пембертон. После того, как этот юноша окончил школу, он служил в армии конфедерации. В этот момент стоит отметить, в Соединенных Штатах бушевала гражданская война. Джон был тяжело ранен, и из-за постоянных болей Пембертон фактически стал морфиновым наркоманом. Помните, мы уже делали обзор про 5 веществ, вызывающих самую сильную зависимость. Так вот, морфина там нет, но есть другой компонент из этого списка. Просто времена были другие. Все-таки эти дела происходили 1,5 века назад, но все равно посмотрите, очень познавательно. Про этот компонент мы в 5-м пункте расскажем. Так вот, возвращаемся к истории Кока-Колы. Мистер Пембертон попытался найти способ борьбы со своей одержимостью, и это сподвигло Джона начать эксперименты с кокой. Второй исторический факт. В 1885 году Пембертон создал напиток, который назвал Pemberton's French Wine Coca. Он содержал красное вино, орех колы и домиан, который является известным афродизиаком. В общем, как ни крути, но на фоне своего ранения и просто одержимостью обезболивающими препаратами этот напиток и создавался. Понятное дело, что изначально это изделие крепко и хорошо одурманивало и расслабляло. Но случилось в кавычках страшное. В штате Джорджии был введен сухой закон. И здесь у нас начинается третий исторический факт. После того, как в штате Джорджия был введен сухой закон, Пембертон пересмотрел состав своего волшебного обезболивающего напитка. Ему пришлось исключить алкоголь, а новой основой стал сироп из жженого сахара. Бухгалтер Пембертона назвал продукт Coca-Cola, а первые продажи состоялись 8 мая 1886 года в аптеке города Атланта. 8 мая является днем рождения Coca-Cola. Празднуется ежегодно. Факт номер 4. Знали ли вы, что безалкогольная версия Кока-Колы продавалась в основном как средство в борьбе с пониженной сексуальной активностью? Да-да, именно как средство для потенции, которое обещало всем и каждому вернуть молодость и былую мощь. Также Пембертон рекламировал напиток, заявляя, что Кока-Кола поможет вылечить депрессию, избавиться от наркозависимости и снизить тревожность. Ну, как вы сами понимаете, эти маркетинговые ходы давали свои результаты, и напиток уже тогда пользовался достаточно большой популярностью. Не такой, конечно, как сейчас, но все же. 5-й факт. Многие об этом слышали, а мы подтвердим. Итак, американское законодательство позапрошлого века было достаточно мягким, и вплоть до 1903 года в составе этого любимого многими напитка содержалось почти 9 мг кокаина. Только представьте себе. Кокаин – тяжелый наркотик в любимом многими людьми напитке. И это считалось нормальным и обыкновенным. Вот времена, вот нравы. 6-й факт. В самом начале своего существования Coca-Cola стоила 5 центов. Причем стоит отметить, что первый год был не очень прибыльным, каждый день продавалось не больше 9 порций. В первый год производства и продаж люди с большой опаской относились к обещаниям Пембертона. Согласитесь, то, что обещали производители, по меньшей мере настораживало. Но люди есть люди, и первым делом они хотят избавиться от своих проблем, которые Пембертон своим напитком, как обещалось в рекламе, устранял. Дело двигалось медленно, но верно. Учитывая нынешнее положение и мировую известность компании, упорству ее создателя можно только позавидовать. Факт 7. В 1930-е годы Coca-Cola создала уникальные рождественские объявления, изображая веселого старца в красном костюме. Таким образом, эта компания сыграла ведущую роль в формировании американского образа Санта-Клауса. И до сих пор, перед Новым годом в рекламе мы видим большие грузовики с изображением Санта-Клауса, который игриво нам всем подмигивает и про себя заставляет напевать незамысловатую мелодию про то, что праздник к нам приходит. Что ни говори, но это был очередной талантливый маркетинговый ход. 8-й факт. Здесь мы снова возвращаемся к истокам производства, в 19 век. В самые первые годы напиток можно было купить только в автоматах, которые считались хай-теком того времени. А вот выпускаться в бутылках Coca-Cola начала в 1999 году. Стоит отметить и расовую нетерпимость в те годы. Афроамериканцы были достаточно сильно обделены в своих правах. Но Пембертон принял волевое для того времени решение, и Coca-Colу стали продавать и темнокожему населению.
Это увеличило не только популярность напитка, но и, конечно же, объемы продаж. Девятый факт. Этот факт относит не только к индивидуальной истории компании Coca-Cola. Здесь достижение глобального, буквально мирового масштаба. И это самый обыкновенный ящик, который уже ни у кого не вызывает ни удивления, ни эмоций. В наши дни ящик с газировкой кажется обыденностью, но именно компания Coca-Cola вела такой способ упаковки. Все это, разумеется, было придумано для увеличения объема потребления, но в действительности такой ход начали использовать и другие производители напитков, и тенденция эта распространилась по всему миру. А родоначальником была Coca-Cola. Десятый факт. Это, конечно же, уникальная и очень узнаваемая форма стеклянной бутылки Coca-Cola, которая была разработана в 1916 году компанией Root Glass. Сейчас уже многие производители делают для своих продуктов уникальную тару, но первой была опять Coca-Cola. Это настолько гениальный шаг, что в наше время человеку не надо рассказывать и объяснять, что за напиток находится в этой емкости. По форме бутылки мы все очень быстро узнаем Coca-Cola. Это мощно! Вы досмотрели этот ролик до конца, а значит, что это было интересно. Если вы хотите смотреть еще больше таких же интересных роликов, то просто подпишитесь. Что может быть проще? До скорых встреч!